Ну и мы продолжим сейчас тему стартапов. Не раз пугали нас уже, что скоро искусственный интеллект вполне сможет заменить водителей, кассиров, финансовых специалистов, а также менеджеров по персоналу. И вот на них-то мы сейчас подробнее остановимся, потому что у нас в Петербурге уже изобрели робота, который умеет собеседовать потенциальных работников, экономя время, конечно, и работников потенциальных этих, и работодателей. Зовут этого робота Вера. Да, это девушка, и с ней уже познакомилась моя коллега Александра Рудхеева. Давайте посмотрим ее материал. Добрый день, меня зовут Вера. Для дальнейшего трудоустройства в нашу компанию вам необходимо пройти со мной короткое собеседование. Почему вы покинули предыдущее место работы? На прошлом месте работы я была балериной, но, к сожалению, сломала ногу и теперь ищу сидячий образ жизни и офисную работу. Поэтому обратилась к вам. Спасибо за ответы. В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер по персоналу и пригласит вас на очное интервью. В этот раз обмануть Веру удалось, но в будущем это будет сделать сложнее. Уже сейчас робот учится распознавать эмоции собеседника. Работает технологии почти как полиграф. Наниматель может увидеть, как менялось настроение соискателя, когда он отвечал на вопросы. Основная задача, которую решает этот робот Вера, это поиск сотрудников на работных сайтах. А после этого она звонит им, предлагает работу и уточняет, интересна им работа или нет. И рекрутер тратит на вот эти вот нецелевые звонки огромное количество времени. Один робот может за пару минут осуществить около 1000 таких звонков и отобрать самые подходящие резюме. Мы собрали вот эти вот самые современные, самые сейчас новые технологии, которые в том числе там появились благодаря буму нейронных сетей, буму искусственного интеллекта, и собираем их в такой понятный, простой продукт, который позволит работодателю решить его текущие проблемы в HR-сфере. Соискателей, как правило, общение с Верой не пугает. Больше того, с роботом даже общаются искренне. Но не обходится и без казусов. Был мужчина, который проходил видеоинтервью в веб-браузере, соответственно, но он был не одетый и не понял сразу, что идет запись. И получилось так, что он записался с обнаженным торсом. Плюсы чувствует не только наниматель, но и соискатель, ведь его заявку отрабатывают быстрее, значит, и работу найти проще. Ведущие рекрутинговые компании уже внедряют подобные электронные системы, но полностью вытеснить менеджеров по подбору персонала пока что роботам не удастся. На данном этапе мы говорим не про вытеснение рекрутеров и HR, а про системы поддержки принятия решений. Соответственно, HR и рекрутеры учатся понимать, что такие системы им рекомендуют, и на основе этого быстро, эффективно, предсказуемо принимать правильные, выгодные для бизнеса решения. В будущем HR-роботы легко смогут заниматься аналитикой, организацией командировок сотрудников и даже пересказом образовательных программ для новичков. Другой вопрос, что внедрять продвинутые технологии готовы не все. Согласно исследованиям, около половины российских компаний по подбору персонала работают по старинке с помощью Word и Excel. Александр Рудхеева, Андрей Ветров, Яна Юзинайта и Елена Никуличева, телеканал Санкт-Петербург.